Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую участников курса «Раскрытие. Путь к себе», автором которой являюсь я, Джулия Визард. Цель нашего курса раскрыть как можно обширнее, больше наш светлый дух, воплощенный в наше физическое тело, и возможности этого духа. Зачем нам это делать? Во-первых, у нас отпадут огромное количество вопросов, уйдет большое количество проблем, и самое главное – это растерянность. Растерянность, потерянность и большое количество вопросов, связанных с предназначением, связанных с твоим личным путем, где тебе надо быть, с кем тебе надо быть и зачем ты сюда пришел. Все эти вопросы, ощущения, все это уйдет по прохождению, по мере прохождения этого курса. Я вас уверяю, все те, кто пришел на курс, это не случайный набор людей, личностей. Вообще в нашей жизни нет ничего случайного. То есть каждому из нас необходимо было в какой-то момент, в какой-то определенный цикл жизни столкнуться друг с другом. Мне для того, чтобы расти как учителю, то есть это одна из тех ступеней, по которым мне необходимо пройти, выполняя свое предназначение, да, выполняя свой путь и свою задачу. Расти над собой, расширяться, и вам, как личностям, раскрывать огромный потенциал, который сокрыт в каждом из вас. Определенно индивидуальный, уникальный набор способностей, свойств, знаний. И в целом мы, каждый из вас, и я, и вы, вырастем на этом курсе. Вырастем, расширимся и укрепимся как личность, как целостная составляющая огромной Вселенной. Внешние условия, они обуславливают те инструменты, которыми пользуюсь я, в силу того, что все-таки внешняя, так скажем, оболочка, внешняя картина, она каким-то образом предоставляет определенный набор инструментов, в чем-то ограничивая, да? Но мы с вами знаем, что ограничение – это лишний дополнительный способ проявить смекалку, проявить свое воображение и, в общем-то, применить это к жизни. Максимальный результат, наиболее полный, вам поможет выполнение техник. Тем более, что курс очень обещает быть интересным, и он, во всяком случае, в моем представлении, его конструкция состоит как раз-таки в динамичном развитии, общении, и конфигурация, она, в общем-то, живая, она открытая, это не что-то такое стационарное. То есть у нас с вами еще будет большое количество общения совместного, которое также способствует раскрытию и получению максимального результата от прохождения этого курса. Вся информация, которая есть в этом курсе, и я как ее автор, все это получено на протяжении огромного количества, огромного большого промежутка моей жизни.
И все это пропущено через меня. Техники, которые есть, это общедоступные техники духовной практики, которая, в общем-то, одна, и каждый, пропуская ту или иную духовную составляющую через себя, у него рождается что-то новое. Так вот, что-то вам покажется знакомым, особенно тем, кто когда-то чем-то интересовался и рос, поскольку вы абсолютно все разные и находитесь на разных уровнях. Но вас объединяет одно: вы хотите знать, кто вы. Вы хотите знать ту часть себя, которая на протяжении большей части вашей жизни была скрыта от вас. И мы это будем раскрывать. Так вот, техники, информация. Очень много личного опыта. Вообще здесь практически 90% личного опыта. И та информация, которая будет даваться, это все личный опыт. В общем, друзья, тот путь, который прошла я, это все будет в нашем с вами, в общем-то, курсе. Я его несколько структурировала и уверена в том, что это доступно абсолютно каждому из нас. Если будут какие-то повторения, вы должны понимать, что все абсолютно взаимосвязано для лучшей усвояемости материала и принятия информации. Итак, друзья, вводная часть курса. Первое, что нам необходимо сделать, это уйти от шаблонного мышления и уйти от оценочного суждения. Шаблонное мышление, оценочное суждение. Это будем мы проходить в процессе вообще всего курса, но для начала, для первичного, так скажем, получения эффекта, вы себе прям должны проговорить, что я ухожу, я хочу уйти от шаблонного мышления, я хочу уйти от оценочного суждения. Для чего это необходимо прям проговорить? Итак, внимание, ребята, первое, пускай это у нас сводное, но первое, вы должны каждый для своего мозга, для своего тела и для своего духа дать команду. Я хочу уйти от шаблонного мышления. Я хочу уйти от оценочного суждения. Я рекомендую такие моменты записывать для себя в отдельную тетрадку. Для того, чтобы не пропускать. То есть формат у нас подачи материала видео, и оно довольно-таки будет обширное, разное будет, да, скажем так. И чтобы не потерять важные моменты, на важных моментах, на тех моментах, которые необходимо записать и делать, это будет также и техники, это и есть уже первая техника, которую необходимо сделать. Я буду делать акцент и говорить: внимание, вам необходимо запомнить, сделать для себя пометку, либо записать. То есть все вы абсолютно взрослые, все абсолютно осознанные личности. Дополнительно нет необходимости вам говорить, что внимание, запишите, но делать акцент на важных вещах, на тех вещах, которые необходимо делать, я буду на этом акцентировать внимание.
вам лучше завести для себя тетрадку и записывать те простые техники, которые необходимо делать. Значит, после того, как мы это проговорили, после того, как мы дали установку всем составляющим себя, теперь шок-контент. Итак, мои дорогие, шок-контент состоит в том, что все, что вас окружает, все, что было вам сказано до этого момента, до все, что вы знали, все, чему вас учили, это можно выбросить на мусорку, поскольку все, что нас окружает, все, что нам говорят, это есть ложь паразитарной системы. Каждый из нас не является физическим телом. Физическое тело – это лишь инструмент для прохождения определенной задачи духа, воплощенного в физическое тело. То есть, другими словами, каждое физическое тело – это некий такой скафандр, аватар, который дан в помощь духовному телу при изъявлении желания воплотиться на нашей трехмерной планете для осуществления своей задачи, которая есть абсолютно у каждого. С чего мы с вами состоим? Все вы уже, наверное, слышали, что человек тройственен. Тело, душа, дух. Тело физическое, как я уже сказала, это лишь инструмент. Каждое физическое тело, оно одухотворенное, то есть оно имеет душу. И самым главным в этой тройственности является дух. Раскрытие состоит в том, чтобы как раз-таки собрать воедино под одним началом, под началом духа, все составляющие себя, все составляющие своего, в общем-то, плана, того, который он есть. Шок-контент состоит в том, что каждый из вас, и я в этом убеждена, который пришел ко мне, поскольку моя задача помогать раскрывать звездных детей, звездный десант так называемый, здесь, в этом воплощении, на этой земле, для того, чтобы каждый из вас мог выполнить ту задачу, ради которой он согласился и с большой радостью пришел на воплощение в эти тяжелые условия и, в общем-то, в эту паразитарную систему, и для того, чтобы помочь планете перейти в 5-е измерение. Шок-контент состоит в том, что человек и человеческая раса – это, во-первых, не самая разумная раса во Вселенной, а во-вторых, она многообразна, и существует огромное количество, просто неисчислимое количество вселенных, неисчислимое количество разных разумных рас, и они намного разумнее, намного выше, чем человек на своей, в общем-то, земле, да. И всячески на протяжении большого количества времени это выпячивается, и каждого абсолютно все построено на то, чтобы вывести на передний план физическую составляющую, на то, что якобы человечество идет по пути эволюции. На самом деле, мои дорогие,
планета с людьми, она летит в пропасть, и это не эволюция, это деградация. И когда высшие существа просмотрели возможные вектора развития, и поскольку все во Вселенной взаимосвязано, и ничто не проходит бесследно, и бесследно не исчезает, все имеет волновую форму, и все взаимодействует и находится в тесной связке друг с другом абсолютно, и каждый человек, и каждый дух, и каждая частица, все взаимосвязано, и все отражается буквально на всем. Каждый поступок, каждая мысль. И когда высшие существа, хранители, их много на самом деле, хранителей, у каждого есть свой определенный объект ответственности, да. Так вот, когда высшие посмотрели вектор развития, они пришли к тому, что вектор самый возможный, очень печальный. И поскольку есть правило о невмешательстве, поскольку планета и человек имеет право выбора, и это право никто не может, в общем-то, нарушать и вмешиваться, да, был разработан некий такой план для корректировки вектора общего движения и развития. Во всяком случае, то, что могло подкорректировать этот вектор. Это так называемые волны добровольцев, это звездные дети. То есть в определенный момент по всей галактике, да, по всем вселенным был брошен клич о всем тем созданиям разумным с других планет, других звездных систем, кто добровольно желает помочь Земле, землянам. И я вас уверяю, мои дорогие, что тогда, что сейчас стоят огромное количество сущностей, которые желают воплотиться здесь, в трехмерной нашей планете, для того, чтобы ей помочь. Для того, чтобы помочь Земле обрести свободу, для того, чтобы помочь Земле перейти в более высокое измерение, в пятое измерение. Именно с пятого измерения начинается то, что каждый лишен сейчас на данной планете, 99,9%, а именно свободу выражения, именно полная доступность абсолютно всего. То есть, начиная с пятого измерения, отсутствует полное порабощение, насаждение ложных мыслей. Из пятого измерения начинается то, что, в общем-то, есть в огромном количестве. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что каждый из нас, каждый воплощенный в физическое тело дух, ему полагается абсолютно все по праву рождения. То есть, приходя на любую планету, приходя в любое воплощение, человеку доступно абсолютно все. И первоочередные, и второстепенные, и все, что ему необходимо. То есть такой задачи, как работать 24/7, чтобы там похлебку заработать и не двинуть кони, или для того, чтобы каким-то образом там
2-3 работы, чтобы обеспечить своих детей маломальскими какими-то элементарными вещами для жизни. То есть такого, начиная с пятимерного, уже нет. И, в общем-то, те роидные расы, которые поработили нашу планету, они это очень хорошо знают. Также они знают о свободе выбора, также они знают о том, что информация должна быть доступна, и она находиться должна в открытом доступе. Именно поэтому у нас с вами существуют фантастические фильмы. Именно поэтому существуют и говорят о том, что есть такие так называемые уфологи, да, то есть как бы, да, над ними ржут, но информация-то есть, информация есть, значит, она в открытом доступе. Фантастические фильмы есть, и, в общем-то, если вы хотите немножко больше погрузиться, то посмотрите «Звездные войны», но уже с другой, в общем-то, стороны, с другим отношением, как к некому документальному фильму. И огромное количество ныне выходящих так называемых фантастических фильмов. Это тоже своего рода доступная информация, которая есть. А уже, извините, во что верить, это выбирает каждый индивид самостоятельно. Но, тем не менее, вот мы подходим к тому, к шаблонному мышлению. Как раз-таки паразитарная система, в которой мы живем, она и направлена на то, чтобы управлять, направлять человеческим мышлением и уводить как можно дальше человеческое существо, сознание от реальности. А что такое реальность? В чем эта реальность? Реальность прежде всего в том, что все, что нас окружает, это создано нами, не кем-то другим, не другими системами. Нет, да, паразитарные родные системы создали все условия для того, чтобы каждый человек занимался саморазрушением, привлекал в свою жизнь и рисовал свою жизнь мрачной, страшной, с отсутствием справедливости, с наличием огромного количества проблем, болячек и невыносимых каких-то условий. То есть они создали эти условия для того, чтобы каждый человек проектировал для себя свою собственную, как сказать, реальность, житие-бытие, которая больше похожа на ад на земле, да, у каждого из нас. Реальность состоит в том, что абсолютно каждый человек, абсолютно каждый из вас создает все, что его окружает, всех тех людей, которые есть рядом с ним, которые были, сам. Главное, главное то, что скрывают, как раз таки и состоит в этом, что сила каждого человека в мышлении и каждого, абсолютно каждой личности, не важно какого уровня развития эта личность, это трехмерная, пятимерная или это выше, все создает мышление, все создает разум. То есть мысль рождает физический план. Почему это так, спросите вы? А потому, что в нашей с вами жизни и вообще в жизни Вселенной первоначально энергия. И нас с вами и детей, да, с детского возраста так
было уже когда-то. То есть, если мы уйдем немножечко по прямому вектору, так скажем, в прошлое, то раньше люди воплощались в роду, да, и мы сейчас воплощаемся в определенном роду. Но найти этот род, то есть вы должны понять, что семья и род это не равно, это не идентичные вещи, это разные вещи. И каждый из вас как бы может, и я думаю, что должен, то есть судя по своему личному опыту, судя по тому опыту, который я вижу у других людей, сейчас ваша задача, задача каждого из нас, это найти свой род. Для чего? Для того, чтобы освободить сферу Земли от тех душ, от тех духов, которые попали в ловушку темной башни, Кабале, я ее буду называть Кабала, потому что это так и есть, она именно так и называется. Почему они попали в ловушку? Потому что их энергию потребляют. Это своего рода оттяжеление, то есть это своего рода такие якоря, которые якорят планету и говорят другим духам о том, что здесь есть опасность застрять, в общем-то, в том самом колесе сансары. Это колесо сансары также выдумка, в общем-то, и система, технологическая система, высокотехнологическая система для улавливания и, в общем-то, содержания духов и душ. Для того, чтобы выкачивать из них энергию, для того, чтобы пускать их в перерождение именно в те, в которые, на их взгляд, более будут для них же благоприемлемы. Что это значит? И чем отличаются? То есть, смотрите, когда дух воплощенный приходит в эту тяжелейшую систему трехмерной Земли, ему очень сложно пройти свой путь. Почему? Потому что есть правила забвения. То есть, приходя, и, кстати, это тоже отличает Землю от всех остальных планет. На других планетах нет забвения. Здесь есть забвение. То есть дух воплощается в физическое тело, и он забывает, что он светлый дух, что он звездный дух и для чего он сюда пришел. И над ним начинают властвовать те правила, законы, которые здесь насаждены паразитарной системой. Он вовлекается в это. Пройдя тяжелый путь физического воплощения, дух высвобождается, и он очень устал. То есть ему необходим покой. Да, он, выходя из тела, понимает, что мало того, он не осуществил свою задачу необходимую, с той, которой он сюда пришел, так на него еще навешались и дополнительные уроки, кармические уроки, узлы, хотя карма это все у нас идет определение колеса сансары. И этого духа ловят и отправляют в это колесо. Дальше у него уже не спрашивают, хочет он перевоплощение или не хочет. Его насильственно отправляют в систему перевоплощения. То есть этот дух уже надломленный, уставший, он идет дальше на воплощение. И уже в следующем воплощении он, естественно, слабее. Его энергетические, в общем-то, батарейки ослаблены. И опять-таки в этом воплощении он уже еще больше понижает свой уровень. И вполне возможно, что эти духи,
они уходят в минусовой рост, да. То есть мы не говорим, что есть добро, зло, белое, черное. То есть это паразитарная система, это система дуальности, которая вредна человеку. Есть свет, есть тьма. И равновесие этих двух вещей, оно, в общем-то, способствует и росту, и развитию, балансу вообще во Вселенной. То есть если есть то, что родит, есть и то, что, в общем-то, разбирает, уничтожает, как бы перерабатывает, да, развоплощает. И это своего рода правило, да, жизни. Но не нужно воспринимать негативно темное и как-то позитивно светлое. Все взаимосвязано. И сила, она находится как раз-таки в балансе, она находится в равновесии, она находится в понимании и принятии того, что все должно быть в балансе, все находится в балансе. Так вот, Каббала нарушила этот баланс и тем самым, понижая вибрации Земли, понижая вибрации тех существ, которые воплощаются на Земле, тем самым она поставила самый возможный вектор развития – это ядерное уничтожение планеты и всех жителей на ней. Как я уже говорила, было 3 волны звездных детей. Вы относитесь к этой волне, и вам необходимо принять это, принять как себя, члена одной из звездных систем. У каждой системы есть абсолютно уникальный цвет, набор тех качеств, которые есть только у них. Задача каждого, вообще в целом задача, это повышать уровень вибраций, то есть быть светлячками, да, пропускать через себя энергию и выдавать ее на более высоких уровнях. Как это делается? Это делается не принимать условия игры роидов и каббалы. Я еще одно отступление сделаю. Так или иначе, частично или более в широком смысле, вы понимаете, что сейчас конец времен, да, то есть конец в прямом смысле, конец времен. И паразитарная система, она хочет перезапустить всю машину, типа она ее, то есть она хочет обмануть создателя, она хочет обмануть все сущее, якобы сделав так, что, в общем-то, система перезапущена, и это полный выбор тех сознательных существ, которые живут на планете Земля, да, человеков, людей. Она хочет ее повернуть в негативнейшую сторону, то есть, как я уже говорила, человечество идет по пути деградации и отупления человека, заглушение полное сознания, разума и отключение от общей космической системы. Вот чего хотят каббалисты, чего хотят роидные формы жизни. Они хотят конкретно уже создать загоны, они конкретно хотят уже поделить, в общем-то, этих барашек и, в общем-то, перестать ментальничать, перестать играть в хороших, добрых каких-то дядей, тетей и уже жестко поставить условия. Все, что ты баран, вот твое дело, жуй траву и, в общем-то, жди своего часа, когда тебя пустят на мясо, да?
Так наша задача с вами как раз-таки, не принимая эти условия, передавая сюда энергии света. То есть вся та система, которая есть сейчас, вся та обстановка, которая есть сейчас и еще какое-то время она продлится, она призвана для того, она сформирована для того, чтобы людей как можно больше напугать, как можно больше вселить в них страх, истерику, сумбурность, ненависть, злобу, желание отомстить. То есть все это взаимосвязано. И абсолютно в каждой стране это будет развиваться своя индивидуальная история. Да? У кого-то это война, у кого-то это энергетический кризис, у кого-то это голод, у кого-то это и еще там какие-то проблемы. Но вы должны понимать, что это все взаимосвязано, это одна картина, это один спектакль, который показывают сейчас всему человечеству. И абсолютно все руководители, президенты — это марионетки, это кукольные такие машинки, которыми руководят. Все. В общем-то, это нужно понять тоже. Принять и понять. И смотреть на всю эту ситуацию как на театр. Она этим и является театром. Через это от вас, из вас уходят панические атаки, уходит страх, сомнения и, в общем-то, все то негативное, что очень мощно нагнетается. И так, как я уже сказала, мы это все понимаем и понимаем, что наша мысль — это самая большая энергия, это самая мощная энергия, которая, в общем-то, создает, которая имеет созидательный заряд энергии. И то, куда направлена ваша мысль, она, в общем-то, и определяет то место, где вы находитесь, определяет то окружение, в котором вы пребываете. Как так получается, что все, в общем-то, находятся в одной и той же жопе, да? Очень просто. Схема управления простая. Это сначала при рождении ребенка закрываются, ну, по возможности, да, по возможности, потому что духи все разные, и те духи, которые особо мощные, им помогают. То есть, да, при рождении хотят перекрыть через крещение, через еще какую-то религию, перекрыть как раз-таки шишковидную железу, потому что через нее мы выходим в общение вообще с космическим, да, сознанием, то, что есть в пространстве. Так вот, сначала хотят ее перекрыть, затем тела через всякого рода прививки, через всякого рода там обследования насаждают определенными роботами, которые встраиваются в систему человеческую, да, человеческого организма, физического тела. И в зависимости от того, какая там часть активна, то есть они вводят нарушение. Они ставят блоки, блоки эти выглядят по-разному, и у каждого абсолютно они индивидуальны, то есть все зависит от мощности того духа, который воплощен в физическое тело. Это происходит на протяжении всей жизни. Также эти микроскопические роботы, они определяют и направляют мышление, и направляют внимание, и определяют мысль. Они взаимодействуют с той массовой культурой, с той массовой информацией, которая есть везде вокруг.
через новости, шоу-программы, музыку, через киноиндустрию. То есть она абсолютно везде. И также она направляет ваше отношение к этому. Вот мы сказали, от шаблонного мышления. От шаблонного мышления. Что это значит, мои дорогие? Каждый из вас стремится к тому, что ему не достичь в этой паразитарной программе. Много с кем разговариваю, и вы себя убиваете сами, элементарно. Мне 20, неважно сколько лет, 25, мне там 40, мне там 38 или еще сколько-то. Я ничего не достиг или я ничего не добилась. А я знаю, что мне вот нужно уже к этим годам обзавестись домом, машиной, детьми, женой, какой-то там супер крутой работой, чтобы там все была полная чаша. И не имея этого, человек начинает себя съедать, начинает себя гнобить, себя уничтожать и изничтожать. Я плохой, я не смог или не смогла. И это самое большое, огромное, во-первых, это большое нарушение вообще вселенского правила, что не навреди себе сам, да, ты себя должен любить. Первое, что ты должен делать, это любить себя, любить те инструменты, которые тебе даны, любить свое тело, свой ум, ножки, ручки, то есть ты должен себя любить, свое сознание любить. И через это ты уже тогда сможешь и проявлять, и показывать любовь вообще окружению, окружающему тебя. Так вот, мои дорогие, я прошу вас, каждого, обратить на это внимание. Мне говорят, пора жениться, или пора рожать детей, или почему ты еще не замужем, или почему у тебя нет работы, или ты бездельник. То есть пересмотрите каждый вот этот вот набор. У кого-то он будет вообще там полноценный, да, то есть весь набор. И выбросьте все это нахер на мусорку, в помойку. Та система, которая создана, она именно для того и создана через массовую культуру, чтобы человек уничтожал в первую очередь себя сам. Та система, которая есть в нашей жизни, вы должны это понять и осознать. Вы не можете исполнить все вот это вот и еще при этом оставаться довольно-таки счастливым человеком. Да, в каждом загоне есть свои какие-то определенные условия. Но в целом вся система построена на то, чтобы показать, что ты должен быть вот таким. Хотя 99,9% абсолютно не такие, потому что мы все разные. Это даже касается внешности. Вся система построена на то, чтобы показать, что если у тебя нет там, я не знаю, замка, то ты просто лошара, несостоятельная, просто тупая, ленивая, ни к чему и никуда не годная. Эта вся система построена на то, чтобы вы сами себя уничтожали. Наведите в этом плане у себя порядок. То есть принять это, переработать, вытащить и сказать: да нахер. Я вообще сокровище, и это так. Я сокровище, я вообще жемчужина. Мы будем это раскрывать, но вы изначально должны себе дать команду на то, что я хочу это в себе увидеть. То есть я хочу в себе это раскрыть. И я буду это в себе раскрывать.
А все вот это вот шаблонное мышление, шаблонность этого мира, направленная на то, чтобы каждый сам себя максимально изничтожал. И, в общем-то, от этого берутся огромное количество зажимов, от этого берутся огромное количество болячек. Сначала энергетических, потом это все выходит на физический план. И многие не понимают, откуда. А потому что вы идете и стремитесь к тому, чего вам в априори не достичь и к чему вам, в общем-то, не надо идти. Одинаковыми могут быть детальки на конвейере. Но абсолютно каждый человек, абсолютно каждый дух, как я уже сказала, имеет особую энергетическую сигнатуру, и вы все абсолютно разные. Я неоднократно говорила, что я не запоминаю имен, но я запоминаю энергии. И я отличаю эти энергии. Я знаю, кто со мной выходит на связь. Даже пускай я не помню имени, но я знаю этого человека, я знаю, что он, как бы, по какому вопросу он обращался раньше или с каким вопросом мы с ним взаимодействовали, да. Абсолютно каждый индивидуален. И знаете, это большого такого стоит. То есть направить всех, сказать, что ты должен быть вот такой вот, ты должен быть красный, да. А все вообще разноцветные. И все стремятся быть вот этим вот каким-то вот непонятным красным, да. Ломают себя, что-то там подыскивают, подбирают, прикидываются и потом еще страдают и погибают, и жизни себе ломают, потому что вот не получается стать таким красным, да. Еще вредоносное, да, оценочное суждение. Это когда они вообще-то взаимодействуют. И шаблонное мышление, и оценочное суждение. Как раз-таки одно вытекает из другого. То есть, если у тебя нет дачи, кляча и всего остального, значит ты лох. То есть себе запрещайте мыслить так. Прям запрещайте, потому что это будет у вас в привычку. Это вообще у вас в обиходе как нормальном, как норма. Потому что сама система, она программирует мышление человека. Она программирует так, как угодно системе, чтобы человек думал, мыслил, направлял свое внимание куда. То есть куда угодно, только не на внутренний план, поскольку внутренний план, поскольку духовное развитие под запретом в этой системе. Потому что система, Каббала и роиды, они четко знают, что дух невозможно уничтожить, что человек осознанный, ну, с ним сделать, повлиять, заставить вообще нереально и невозможно. И уничтожить его тоже нереально и невозможно. Только сам себя он может уничтожить. И на это построена вся паразитарная система. Итак, мои дорогие, я уже много чего сказала. Ту информацию, которую вы получили, сделайте у себя какие-то пометки. Следующим нашей с вами встрече это будет уже общение. То есть по той информации, которую вы получили, по тем наблюдениям, которые у вас есть. И, внимание, ребята, техники. Значит, по отказу от шаблонного мышления и оценочного суждения. Это мы записали еще некоторое время назад. Дальше у нас идет проработка набора тех удивительных
качеств, чего у вас нет, но к чему вы стремитесь и за что вы себя изничтожаете. Там, тебе там 30 лет, у тебя ни мужа, ни детей нет, да? Или там тебе 25, ты, скотина, дома сидишь уже на моей шее, душишь меня, достал уже, да? Сколько ты можешь мой хлеб есть. То есть все эти прекрасные шаблонные фанерные штуки, которые у вас есть, вы их соберите, вы их выпишите, что я такая-то, да, мне там 35, ни мужа, ни детей, живу с мамой и все такое прочее, да, или мне там 25, нигде не работаю, живу с бабушкой. То есть у каждого будет определенный свой такой набор, но я вас уверяю, то есть в этом будет одна схема. То есть детальки будут разные, но одна схема. И я вас уверяю, что абсолютно 99,9% на этой планете живут именно так. То есть это не индивидуально. Это поголовно направлено, потому что на то, чтобы каждый себя изничтожал, потому что он не может стать вот этим вот особенно красным каким-то, да, которого вообще не существует. Его вообще искусственно создали и не сказали о том, что это искусственно создано и есть только у нас. Если вы хотите стать таким особенно красным, то пожалуйте к нам, заключите с нами контракт на то, что ваша душоночка будет потом кататься на нашей каруселечке, да? Да, это как раз-таки тот 1%, так, в общем-то, и становятся этими самыми красненькими, которых потом показывают и рассказывают, что вот все должны стремиться, и абсолютно у всех есть равные возможности и как бы дойти до этого. Так-то оно так. Равные возможности есть у всех, но вне системы. Вне системы, и вы это почувствуете сами, у вас будут абсолютно такие ощущения, что вы способны на все, что абсолютно у каждого равные условия, но не в системе. То есть мы будем уходить от этой шаблона, от этого шаблона, мы будем выходить из этой паразитарной системы для того, чтобы себя раскрывать. И третий, мне бы хотелось, чтобы вы сделали некоторые наблюдения по собственным мыслям. То есть смотрите, ребят, вам на изучение и на проработку, на небольшую работу, поскольку занятость у всех своя, и тем более первоначально вам будет сложно себя ловить на мысли о том, что вам нужно сделать какую-то технику или что-то записать. Но сделайте себе пометки. Чем быстрее вы себе вобьете это как бы в привычный ритм жизни, тем быстрее и лучше будет результат. И тем быстрее и лучше вы будете становиться свободными. Это действительно так. То есть абсолютно у каждого будет ощущение, что его выпустили на свободу из вообще замкнутого какого-то помещения, из клетки, выпустили на свободу. И еще бы мне хотелось, чтобы третьим вы записали свои мысли, на что направлены ваши мысли. И я вас прошу, самое главное – это честность, быть честным с самим собой для начала. И мне не нужны там мысли какие-то высокопарные. Я хочу, и это даже не столько для меня нужно, сколько для вас. О чем вы думаете? То есть мысль – это самая ценная, мощная энергия, которая есть у каждого человека. Это энергия Творца, это энергия Бога. И выписывая свои мысли, да, то есть о чем вы думаете,
Это будет наглядно говорить вам о том, где находится эта самая мощная энергия вообще в вашей жизни, куда вы ее спускаете, на что вы ее тратите. И через неделю мы с вами встретимся. Я надеюсь, мне бы хотелось, чтобы это было интересно, поскольку для меня это сложно. Я скажу, что это для меня новый опыт. Вариантов, как это сделать, было много, но опять-таки в силу ограничений, в силу каких-то конкретных инструментов, которые есть у меня здесь и сейчас, и то, что я могу делать сама, поскольку у меня нет помощников. В общем-то, вышел такой формат. Информации очень много, и есть какие-то склеечки. Я стараюсь не повторяться, но тем не менее, когда у тебя много информации, она прям как будто бы давлеет. Я хочу выдавать эту информацию. И все мое внимание и желание направлено на максимальную систематизацию, да, того, что я хочу и чем мне необходимо поделиться, что мне необходимо выдать, в общем-то. Итак, на этом я с вами для первого занятия прощаюсь. И то, что вам необходимо сделать эти задания, да, необходимо. Мы с вами встретимся через несколько дней. Мне скажут, когда время придет. Ну, то есть это где-то, я так подозреваю, 5-7 дней. 5-7 дней на проработку, на принятие этой информации и на то, чтобы посмотреть на себя с другой стороны. То есть эта информация была дана для того, чтобы вы приняли и поняли. Я не физическое тело, я дух. И я вас уверяю, у каждого из вас есть свое имя, которое каждый может узнать, свое звездное имя. И в дальнейшем мы будем знакомиться, каждый из вас, со своими хранителями, наставниками и звездной семьей. В общем, 5-7 дней вам на реализацию того задания, которое вы получили. И вопросы, разъяснения вы можете присылать уже на WhatsApp. То есть, если что-то, WhatsApp мой у вас есть, поэтому вы можете присылать на WhatsApp свои вопросы. И мы с вами будем обсуждать. То есть мы встретимся с вами через 7 дней максимум вместе своей маленькой группой и обсудим и ощущения, и мысли, и то, что приходит к нам в голову. Это очень важно. В общем, мои дорогие, такой получился первый у нас вводное приветствие и первый начальный такой урок. Пока-пока. До скорой встречи.